Привет-привет! Давайте сегодня разложим на Керема Бюрсина. Чё я зависла? Хотела сказать, что могут быть шумы из-за окна. Мне тут стройку решили под окно подвести. Наверное, будет мешать немножко. Я прошу прощения. Попробую на монтаже это исправить, вытянуть звук. Про Керема Бюрсина, честно, не знаю ничего. Вот правда. Фамилия на слуху более-менее. Сразу скажу, что там сериал про двери я не смотрела вообще. Хотя мы сегодня будем рассматривать на Хенде, ее зовут, да, с кем он играл, собственно, в этом сериале, потому что говорят, что у них был роман, а потом разошлись, а потом сошлись опять. В общем, непонятно, что за взаимоотношения у них такие. Посмотрим обязательно. Единственный сериал, который я смотрела с Керемом Бюрсином, не помню, как называется, но с очень красивой мелодией на титрах, и я ее даже себе скачала, и она у меня периодически в машине играет. Сериал был про подростков в школе, как он был там золотой молодежью, булил всех, издевался и был вообще плохим человеком. Но в школу пришла девочка такая ясная, светлая, прямая, как стрела, справедливая, честная. И так они друг друга возненавидели, что к концу сериала влюбились друг в друга. Вот этот сериал я смотрела. Подскажите мне в комментариях, как он называется. Там такая девушка кучерявая. Очень у нее такие пушистые волосы в разлет. Тоже очень красивая. Ну и он там был молодой, тонкий, звонкий, весь такой накачанный. Конечно, я прекрасно понимаю, почему он народ интересует. Он турок, я так поняла, но внешность у него нетипичная, не турецкая, очень европейская. Наверное, поэтому он и зацепил, что прям красавчик из красавчиков. Тут я спорить не буду. Давайте посмотрим, что за человек. Да, этот запрос у меня в комментариях был. Я комментарии внимательно читаю, очень стараюсь выкладывать все ваши запросы, но вы, когда спрашиваете у меня про героев, я вас очень прошу, пишите, пожалуйста, вопросы, которые вас интересуют, потому что я не всех этих людей даже знаю, слышала про них, вообще фамилии некоторые для меня новые. Я могу раскрыть какую-то вот просто поверхностную информацию, типа характера, там, состояния личной жизни. Если вас интересует что-то конкретное, пожалуйста, спрашивайте, вот прям список мне вопросов задавайте, с кем встречался в таком-то году, почему ушел, есть ли дети там или еще что-то, вот все, что вас интересует, потому что меня часто мало что интересует про людей, которых я не знаю. Но если вам интересно, я с удовольствием раскрою вам все темы вообще до самой подноготной. Так что давайте сегодня смотреть на Керема Бюрсина, что я придумала у колоды спросить по стандартной обычной своей схеме. Давайте посмотрим. Если у вас будут вопросы, пишите в комментариях, я буду докладывать и выкладывать шорты. Кстати, по поводу шортов. У меня, я извиняюсь за такое долгое вступление, проматывайте, если кому не интересно, у меня появилась возможность подписаться на канал. Сумма совершенно символическая. Не хотите, не подписывайтесь, для вас ничего не изменится. Видео и шорты буду выпускать регулярно, на вопросы буду отвечать, в комментариях участвую, в комьюнити участвую. Все как было, все так и останется. Но те, которые подписываются на мой канал, будут иметь возможность смотреть видео по мере монтажа. Я их обычно монтирую, потом в список на публикацию выставляю, и иногда это растягивается по времени, поэтому если кто-то вдруг ждет долго видео со своим любимым героем или хотите видеть больше, например, 2 видео в неделю, хотите смотреть все подряд и актуально по мере поступления на канал, то вот, пожалуйста, подписывайтесь. Кто подпишется на уровень повыше, почему я начала об этом говорить, по поводу шортов. Вы вступаете в комьюнити, вы пишете мне какие там особенные комментарии, вы задаете мне свои личные вопросы, какие-то вопросы, которые интересуют вас, ваших друзей, которые вас интересуют по поводу любимых героев. Я вам в шортах лично, персонально раскладываю на вот 20-30 секунд ответ на ваш вопрос. Эту опция у нас идет по подписке. Я думаю, что вам будет очень сильно интересно. Личные персональные расклады при этом оплачивать не нужно, никаких дополнительных больших денег, все включено в подписку. Так что подписывайтесь, я буду рада видеть вас в нашем комьюнити. А сегодня будем смотреть на Керема Бюрсина. Давайте. Что он у нас за человек в целом? Характер у него, врожденные, так сказать, способности. Не скажу нерешительный, скажу не стремительный.
Возможность есть, талант есть, проявить себя есть в чем? Задатки, потенциал. Интересно, он видит это в себе. Вот эта вот четверка мечей, в принципе, смотрите, он это видит, но как все равно не понимает, как это можно реализовать. По десятке пентаклей может казаться, что не понимает, как это монетизировать. Возможно, есть стремление к чему-то большему, чем то, чего он добился уже сейчас. Возможно, есть какая-то рациональная составляющая в том, как он добивается. У него очень четкий логичный план. Может быть, его не устраивает скорость, с которой он добивается, собственно, своих результатов. Наверное, кажется, что мог бы больше, мог бы быстрее, мог бы лучше. Но вот это вот переосмысление, как сказать, многие мысли, многие печали, когда он слишком много думает, слишком много рационализирует, чуть-чуть мешает ему продвигаться вперед. Он какой-то статичный, он какой-то не внезапный, он не импульсивный, он больше расчетливый, чем эмоциональный. При этом необходимость и какое-то стремление развиваться, расширять свои горизонты, уходить в какие-то дали, не застревать на одном месте у него присутствует вполне себе. То есть у него и потенциал есть, и он даже чувствует, что какая-то вот внутренняя сила его буквально толкает с места и не дает засидеться на этом самом одном месте. Но что конкретно делать, он не интуитивно решает для себя, а как-то вот планы составляет, продумывает. Иногда на это уходит много времени. В свете того, что он хочет все сделать правильно, не совершить никаких ошибок, как-то чтобы это все выстраивало его репутацию, выстраивало его план на будущее, ничего не портило, то есть он продумывает каждый свой шаг. Это может немножко растягиваться по времени, что может, в свою очередь, его не устраивать. Но другого способа у него, может, нету, или сейчас посмотрим, может быть, это не соответствует его характеру. Лучше всего, не лучше всего, какие у него вообще позитивные черты характера, сильные черты характера, которые помогают ему двигаться вперед. Слушайте, ну, чувствительность, эмоциональность, восприятие всего того, что он делает через призму нравится, не нравится, хочу, не хочу. Император – это очень сильный человек, очень планомерный человек, очень по расписанию человек, с четкими контрактами, с четкими правилами, вот очень ответственный человек. Иногда он может быть таким немножко самодуром, иногда он может быть человеком, настаивающим на своем мнении, даже в тот момент, когда это может не соответствовать обстановке, например. Но зато у него есть четкое представление о том, что он хочет этими действиями добиться, а значит, он будет настаивать на том, что делать нужно именно так. Я вижу здесь большого профессионала, который занимается своими делами от большой любви, от огня какого-то внутреннего, от того, что ему это очень нравится. Ему нужно, чтобы был эмоциональный выхлоп из того, что он делает. Просто так рутинно ходить на работу каждый божий день и делать там что-то, что ему сегодня не по настроению или там голова болит, он не умеет на это переключаться. Ему надо, чтобы он горел и эмоционировал обязательно, чтобы ему очень нравилось. Лучше всего, что у него получается по жизни, идеальное вообще его состояние. Дипломатия. Как ни странно, обхождение острых углов, умение договариваться, умение добиться своего, не вступая в прямой конфликт. Не ссорится, не спорит, не говорит гадости, со всеми поддерживает ровные, комфортные отношения. При этом продолжает каким-то вот витиеватым образом гнуть свою линию, настаивать на своем. Император внутри очень сильный, мнение есть, форма реализации тоже есть. Он считает, что он прав, чаще всего. Скорее всего, его подвинуть с этой его правды очень тяжело. Но он хватает вот ума не вступать в прямые конфликты, не ссориться и не спорить, а убедительностью какой-то или, может быть, какими-то полуфразами, какими-то недоговоренностями все-таки склонять ситуацию в свою сторону. Слабые черты характера или что-то, что тянет его назад, почему он не может проявить этого своего императора в максимальной форме. Я думаю, что этими двумя картами раскрывается как раз слабые стороны императора, его упрямство, его какая-то настойчивость, может быть, несоразмерная ситуации. По пятерке пентаклей.
вы теряете деньги, проседаете и теряете какой-то свой ресурс, по шестерке пентаклей вы этот ресурс получаете от других людей. Обе эти карты плохо у него идут. Он плохо деньги теряет и плохо принимает помощь окружающих. Ему могут предложить контракт, он может с ним не согласиться, какой бы он ни был финансовый, и как бы ему ни рассказывали о том, что ты на этом контракте взлетишь, вот ты снимешься в этом сериале и все, бомбанет просто, заработаешь все миллионы этого мира, вот какое-то внутреннее упрямство, какая-то, не знаю, моральная граница, какие-то правила, как-то это не сочетается с его, не знаю, расписанием, например, или это его каким-то образом подведет там к, не знаю, ссоре, например, с какими-то людьми. Он ни за что этого не будет делать, какие бы деньги ему ни сулили. Как бы ему не помогали продвинуть эту самую его карьеру, он не хватается за любое. И теряет он деньги тоже плохо. Соответственно, держится за то наработанное, вот продумывает очень сильно, вот по этой вот четверке мечей, сидит, думает, планирует, составляет какое-то, я не знаю, расписание. Если вы не вписываетесь со своим предложением в это расписание, он, как сказать, если не то, что вы не вписываетесь в это расписание, если это расписание, если ваше предложение, например, он предполагает, не сработает, например, если он не согласен, если ему действительно говорят, что давай мы сейчас снимемся, все получится хорошо, а он прочитал сценарий и более чем убежден в том, что не бомбанет этот сценарий, не получится хорошо. Терять деньги тоже не хочется, терять ресурсы не хочется, не только деньги, время не хочется терять, силы не хочется терять. Огонь свой внутренний на этот вот проект, в который он, грубо говоря, не верит, терять тоже не хочется. Соответственно, очень большой пласт работы и очень большой пласт какой-то реализации потенциальный, но такой, знаете, внезапный, неожиданный, которую он не продумал, в которую он не верит, которая может быть какая-то умозрительная, знаете, витающая в облаках, но не подтвержденная фактами. На это он редко очень соглашается, с ним его прям убеждать нужно в том, что ему действительно нужно поработать именно в этом проекте. Сам он вряд ли согласится, за счет этого теряет большое количество возможностей реализоваться. Ему предлагают, так-то у него вариантов много, давай поиграем в Англии, давай съездим за границу, давай сыграем не только в романтической там комедии, а в каком-нибудь, я не знаю, ужастике, например, давай попробуем сняться. Он прям сидит, думает такой, нет, мой формат не ужастики, наверное, мой зритель за этим не пойдет, мы всех половину распугаем, там еще что-то, и вообще мне сценарий не нравится. Да мог бы бомбануть, наверное, ужастик с Керемом Бюрсином в главной роли. Почему нет? Он вообще красавчик, его главное крупным планом снять, и вообще, считай, фильм удался. А он вот отказывается от этого варианта, соответственно, где-то проигрывает, где-то не выходит на более широкую аудиторию. Хуже всего у него по жизни что получается? Ну, вот это самая решительность. Определение, как меч, туз мечей, у нас решительность главная. Основная идея, такой холодный расчет по поводу того, что все ненужное ты отметаешь от себя, отсеиваешь, отрубаешь как незначительный фактор. И остается сама суть, сама важность. Когда к нему приходят, например, с тем же самым контрактом, говорят, смотри, ты у нас отыграешь полгода, получишь за это $1 миллион, например, условно. Это основная суть вообще того, что нужно делать. И тогда нравится тебе этот сценарий, не нравится тебе этот сценарий, нравятся ли тебе люди, с которыми тебе придется играть, нравится ли тебе, что тебе придется через полмира уехать на другую сторону планеты и там сниматься в каких-то не очень комфортных условиях. Теоретически можно было бы отмести, это не важно. Потому что важно, во-первых, сняться, во-вторых, заработать за это деньги. Вот он как бы вычленяет суть из того, что ему предлагают, у него не получается. Вот здесь вот, когда ему что-то предлагают, он начинает думать. А хочу я, а не хочу, а соответствует ли это моим представлениям о том, в чем я должен сниматься? А соответствует ли это моему вообще образу вот этой вот всей репутации, которую я выстраиваю? А будет ли мне это нравиться? А хорошо ли это для меня? А хорошо ли это для будущих каких-то моих заработков, например? А не случится ли чего-нибудь, а не сломаю ли я там ногу, а не потеряю ли я половину своей аудитории? То начинает размышлять о чем-то не том, не умея вот суть ясную вычленить из этого. Часто отменяет и отказывается от этих самых контрактов по каким-то несущественным для других людей факторам, да, и причинам. Для него это очень важно, он для себя все решил, он по императору вообще точно знает, куда он идет, как он идет и что он хочет сделать,
Но людям-то кажется, что мы тебе прям вот профит предлагаем, прям бери и соглашайся, почему ты отказываешься. Вот у него какие-то витиеватые всегда объяснения по поводу того, почему он этого не делает, и он, соответственно, может от этого отказаться, не всегда это правильно. Это может быть, ну, как сказать, в потенциале для профессии ошибка в том числе. Да, он может отказаться от какого-то очень действительно хорошего и пробивного контракта. Действительно возьмут какого-нибудь другого актера на эту роль, и прям получится кино. Но, опять же, по мнению Керема, не всегда ясно, получился бы со мной этот же самый фильм, или он выстрелил именно за счет того, что там снимается кто-то другой, а я правильное решение принял, что отказался. Вот эта вот решительность и это умение отключить свою эмоциональную сторону у него практически отсутствует. Если у него секрет какой-то, он один, возраст у него подходящий для того, чтобы уже начинать заводить семью. Может быть, его секрет как-то с личной жизнью связан, может быть, с профессией, может быть, еще с чем-то. Давайте посмотрим, какой у него секрет от его публики, от тех людей, которые очень сильно им интересуются. Секрет. Что на самом деле его все устраивает, что не очень-то он хочет. Может, ему прогнозируют, может, ему предлагают, может быть, его пытаются тянуть, может быть, продюсеры очень сильно стараются, директора очень сильно стараются. Может быть, на взлете его карьеры все хотят заработать на его симпатичной физиономии. Может быть, зрители постоянно ходят и говорят: да как же так, вот вы, почему же вы не работаете, почему же вы не делаете это, почему же вы не делаете это, у вас вот это должно хорошо получиться. Прямую, вот так вот словами через рот взять и сказать: меня все устраивает, я не хочу больше. У него то ли не получается, то ли он не хочет людей обижать. Все-таки на публике быть хочется, и с публикой взаимоотношения тоже нужно поддерживать, иначе про тебя забудут, да, и неинтересен ты будешь никому. Вроде как интригу нужно какую-то поддерживать, а у него нету интриги. У него все хорошо, его все устраивает. Он работает столько, сколько он работает. И больше он работать не хочет. По финансам все у него складывается, все у него комфортно. Он получает удовольствие от жизни в таком виде, в котором она есть. Его, может, провоцируют все время: а поработайте еще, а съездите за границу, что же вы не снимаетесь в европейских фильмах, а давайте, когда вы уже наконец женитесь и детей заведете. И вот это вот все, его как бы подталкивают к каким-то дополнительным действиям, которые ему не нужны, у него и так все хорошо, у него все в порядке. Но почему-то это секрет, почему-то об этом нельзя говорить, что стремления нету, что желания нету, что он для себя решил пока, вот на теперешний момент, сейчас апрель 26 года, никаких резких движений в своей жизни не делать. Тут я не знаю, ни в сторону личной жизни, ни в сторону профессии, ни в сторону там какой-то просто самореализации или там зарабатывания больших денег. Просто, не надо человеку, у него все в порядке. А сказать об этом прямо тоже как-то, очень странно. Когда вы женитесь: да не собираюсь я жениться, у меня и так все хорошо, не надо мне жениться, у меня все замечательно устроено. Это же нельзя людям говорить, это же какое количество женщин расстроится. Соответственно, приходится вот вокруг да около ходить, вот по этой семерке мечей, которая у него хорошо очень сильно развита. Он всячески дипломирует на эту тему, всячески витиевато ходит вокруг да около, интригует, там как-то создает какую-то тень, на плетень наводит, чтобы не сказать прямо, что не надо ему это пока, или не хочется, например. Чего-нибудь боится, может быть, этот человек? Конечно, боится. Как тут не испугаться? И это не женщина. Это финансы, это профессия, это реализация, это стабильная, благостная жизнь. Вот то, что ему сейчас так сильно нравится, может в его представлении точно так же, как легко пришло, а ему кажется, что это легко пришло. Ему кажется, что он просто вовремя появился в нужном месте. И как будто бы это точно так же легко может уйти куда-то далеко за облака внезапно. Вот это вот известность, вот это его звездность, вот это его секретность какая-то и далекость от людей. То есть нужно поддерживать какое-то реноме, да, создавать о себе какой-то образ, который пока работает. Как работает? Наверное, сам Керем не очень хорошо понимает. Наверное, он воспринимает это как удачно сложившиеся обстоятельства и удачу какую-то по жизни. В свете этого есть опасения, что раз ты не понял, как это пришло, то непонятно, как это удерживать. И непонятно, в какой момент это может неожиданно закончиться, а не хотелось бы.
Потому что состояние не то чтобы количество денег, но именно бытовой какой-то уровень жизни, определенный вполне, хотелось бы продолжать поддерживать. То есть вроде как работать надо, за какие-то определенные контракты браться надо. Хотелось бы, конечно, очень сильно, если бы они совпадали с его линией партии, его желаниями, он там непосредственно горел на этой работе, ему все нравилось, и девушки, окружающие его, тоже очень сильно нравились. Но это не всегда так получается. Пока у него есть возможность отказываться от контрактов, чем больше он отказывается от контрактов, тем меньше он зарабатывает денег. Это он тоже прекрасно понимает. Но очень сильно опасается, что выйдет в какой-то момент на ту линию, когда нужно будет прям браться за все и сниматься во всем, а это тебе может не нравиться, а значит, я могу плохо там сыграть, плохо себя реализовать. Какой-то замкнутый круг. Как-то вот ты какими-то то ли обязательствами, то ли правилами, то ли своими собственными какими-то установками ограничен настолько, что взлететь не получается. Как будто бы не получается сделать ровно то, что ты хочешь, чтобы оно в перспективе само собой как-то зажило своей собственной жизнью, начало зарабатывать деньги, принесло тебе популярность, известность, вот это все. Это может сквозь пальцы, буквально как песок, взять и просочиться в какой-то неожиданный для тебя же самого момент. Вот этого он очень сильно опасается, что он не уловит эту, во-первых, закономерность, во-вторых, момент, когда это начнет происходить. Отсюда может быть как раз вот эта вот нерешительность по поводу того, что мог бы вообще себе позволить выбирать, где сниматься, а где нет. Но кое-где и контрактом ты обязан, может, там, не знаю, бывали такие раньше, я не знаю, работает сейчас или нет, но раньше были такие истории, что у тебя контракт со студией, например. Тебе платят очень большие деньги, но ты им обязан 4 фильма, например. Ну, тогда контракт перезаписывается. Или, например, 1 фильм в год ты им обязан. Вот мы продолжаем контракт, пока ты выполняешь свои обязательства. Может быть, он это считает какими-то кабальными условиями, которые мешают ему прям максимально получать удовольствие от жизни. Такой вообще профессионально ориентированный мужчина. У нас тут как-то про любовь-то и нету. И есть даже про удовлетворенность теперешней ситуации, как будто бы даже нету стремления в личную жизнь. Сейчас будем смотреть, какой он на самом деле и каким его видят окружающие люди. Ну а что такое? А что случилось у нас? Обо что он там у нас тревожится? Ну, человек, а что происходит? Ничего себе мы пошли по главным арканам. И чего мы хотим решить? Какая-то неудовлетворенность у человека. Переживание, волнение, какое-то внутреннее смятение, отсутствие, может быть, даже интуиции. То есть он на нее рассчитывает, он очень хочет принять свое собственное решение, основанное именно вот здесь вот на императоре и на десятке кубков, или что у нас здесь было? Король кубков у нас здесь был. На ощущениях, на том, что тебе нравится, найти свой путь, свой способ реализации, так, чтобы прям вот от тебя это шло, чтобы это было индивидуально. Хочется самому на это решиться, хочется самому это вокруг себя все сделать, но не получается. Есть опасения, переживания, страдания, какой-то туман в голове на тему того, что у тебя у самого не получается что-то сделать. Я профессию здесь вижу исключительно, то есть какая-то даже, ну, не только исключительно профессию, а какая-то вот реализация, то есть это опять не личная жизнь, это не отсутствие какой-то женщины, это как будто бы создание себя как человека, как будто бы он не дошел до этого, как будто бы он что-то не доработал, что-то еще не узнал, не доучился. Очень сильно тревожно, печально, грустно, что все предыдущие шаги не приносят никаких результатов, и ты работаешь, наваливаешь на себя, берешь на себя какие-то обязательства, что-то все время хочешь, делаешь какие-то разные вещи, тыкаешься буквально носом, как вот тот слепой котенок, вот во все возможные способы как-то успокоить себя, спланировать все. Вот этот вот император внутренний, он, скорее всего, не сильно реализуется, и от этого тревожность, что ты чувствуешь, что ты можешь сделать больше, что ты хочешь больше, что есть у тебя четкий план. Но почему-то именно к этому прийти не получается. Почему-то именно это не реализуется. Вот я вроде работаю, много работаю, с разными людьми общаюсь, везде пытаюсь всунуться, не только непосредственно перед камерой там, в виде актера выступать, но там, может, он и продюсирует, может, он там какую-то руку к сценарию прикладывает, может, он еще каким-то образом вокруг да около этого фильма ходит, чтобы
Даже не только этого фильма, сколько вокруг профессии. Вот как бы реализоваться, как бы что-то поделать. Здесь поучился, тут поспрашивал, тут с народом как-то поинтересовался чем-то, попробовал этим позаниматься. Есть некий опыт за плечами, есть что-то, что он умеет делать. Опасения, переживания, волнения регулярные на тему того, что он до сих пор не понял, как это работает, куда ему приткнуться, где у него идеально получается, почему каждое из его начинаний не взлетает ракетой к небу внезапно, не реализуется мгновенно, не получается в максимуме сразу же. Почему на это уходит время? Почему у меня не получается? Почему, чем бы я ни занялся с таким энтузиазмом, и как бы я ни начал это с мыслью о том, что, вот этим надо заняться, это обязательно получится, дальше не получается. Как будто бы вот как человек тему какую-то ищет, в которой хочет себя проявить, и до сих пор не понял, где конкретно это должно получиться. Потому что у него амбиции, потому что ему хочется больше, чем у него есть, потому что внутренний император не дремлет. Это людям кажется снаружи, как будто бы он неуспокоенный, как будто бы он весь такой метущийся, как будто бы выглядит так, что да, тебя, конечно, снимают в сериалах, но какие-то они все однотипные, например. Наверное, ты пробуешь разные жанры, но, наверное, у тебя это не получается, потому что мы что-то результатов этой работы не видим. Я не знаю, видел кто-нибудь когда-нибудь Керема Бюрсина в сериале такой вот ужастика, мистика, хоррор? А люди такие, да почему же нет? Он, наверное, пробует, но, наверное, у него не получается. На самом деле, что с ним происходит? А он что-то чем-то другим занят в голове. У него что-то в семье происходит. Его что-то отвлекает. Мне почему-то кажется, что здесь у него в семье что-то происходит, что его отвлекает вообще от профессиональной реализации. Как будто бы туда нужно сейчас большое количество своего внимания и своего времени потратить. Как будто бы это важнее. Например, я не знаю, постарели родители и плохо со здоровьем. Нужно больше с ними времени проводить, больше обращать на это внимание, может найти какую-нибудь, я не знаю, клинику для кого-то, кому это надо. Вот он как-то не в профессию сейчас углублен, он углублен во что-то, в какие-то свои воспоминания, в какое-то свое детство, какие-то люди. В данный конкретный момент, апрель 26-го года, может быть, к нему старый друг детства обратился со словами «тут у меня все плохо, помоги». И переключилась фантазия человека со всего того, что от него ожидают, на что-то более личное. И как будто бы он сам сделал этот выбор, как будто бы он сам определяет, в каком виде и сколько его будет. Может быть, у него сейчас, скажите мне, в чем снимается, он не снимается, может быть, у него меньше сейчас этих самых проектов и контрактов, чем было раньше, чем было в пике, например, в его. И люди ожидают, что он будет штамповать эти сериалы по 3 в год, а он делает только один. А что ж такое? А куда же ты делся? А что, просел? Неужели тебе надоело сниматься? Нет. Он, судя по всему, не рассказывает об этом, раз люди об этом не догадываются, не дают ему такую возможность передышку какую-то сделать, а переключиться с профессии на что-то более личное. Значит, он это скрывает, но у него явно какие-то другие приоритеты сейчас. Он явно заинтересован чем-то другим совершенно. Давайте посмотрим, как это связано с семьей. Может быть, это связано с личной жизнью. Про личную жизнь я знаю только эту самую Хёнде, которая тоже на слуху, что с ней у него был роман. Был ли роман, подтверждено ли, и как они общаются прямо сейчас. Встретились они, наверное, на съемках этого самого сериала, который я не видела. Я все это подозреваю только. Он в день знакомства, и она в день знакомства. Но он пришел побеждать. Очень ему понравилось то, чем он собирается заниматься. Идея сама понравилась. Он прям пришел во всеоружии. Он весь пришел такой, просто от него сияние исходило какое-то внешнее. Он был заряжен просто по самое не могу. Воплотиться в максимуме. Он в эту конкретную работу планировал вложить вообще все свои силы и все свои возможности. В этом сиянии, знаете, как в замедленной съемке показывают момент знакомства, например, главных героев в каком-нибудь фильме или сериале, когда медленно открываются двери лифта,
а там стоит такой в костюме, весь такой в очках, и он медленно эти очки, значит, на лоб как-то или снимает, или что-нибудь, или там он платочек в кармане поправляет. И вот в такой вот замедленной съемке весь такой красавчик под какую-нибудь динамичную музыку выходит из этого лифта, и девушки, значит, челюсти теряют, слюни потекли, глаза раскрылись, все вот. Примерно в таком виде она его и увидела. Вот он такой был яркий, такой весь из себя заметный. Она обратила на него внимание. Не заметить это было сложно. Заметили все. Опять же, она девушка красивая, заметная. Не зря ее выбрали на главную роль. Она должна была быть главной героиней и по сериалу, значит, «Любовью всей жизни» этого самого Керема. Конечно, ему хотелось к ней присмотреться. Но вам честно скажу, по пажу кубков, в самую первую секунду не то, чтобы это прямо вот его как молнией ударило. Девушка, как все красивые девушки вокруг него. Я думаю, он был в какой-то мере избалован этим всем. Это не первая красивая девушка, которая у него в жизни случилась. Он примерно что-то такое он подозревал. Поэтому, когда он ее увидел, не то, чтобы очень сильно как-то у него там взорвалось, и не любовь это с первого взгляда была совершенно. Но, конечно, они оба были очень сильно заметны. Давайте, какое они впечатление друг на друга произвели, чем зацепили, что было вот этим самым триггером, когда ты обращаешь внимание все-таки на человека и как-то выделяешь его из толпы среди многих других. Что заметил в Хёнде Керем и что в Кереме заметила эта самая Хёнде. Честно оказался. Любовь к жизни, заметил он в ней. Вообще, знаете, она милая, добрая, улыбчивая, вежливая, вся такая, ни с кем не спорит, ни с кем не ругается. Вот тоже такой светлый, добрый, чистый, мягкий человек, от которого исходит позитивная какая-то энергия, эмоция простая, может быть, ну, как ему показалось, да, то есть она такая со всеми там на «ты», по имени, там, и меня тоже, ни короны на голове нету, ничего там у нее нигде не жмет, все у нее в порядке, обычная, хорошая, очень милая, очень заметная девочка, которая, возможно, этим же как раз самым выделялась среди всех тех других просто красивых, которые у него в жизни случались. Потому что иногда вот там красивая, типа ты модель, какая-то красивая картинка издалека, очень все замечательно, подходишь, начинаешь говорить, и там, ну, надменность какая-нибудь, злость, да, там сквозь зубы, еще что-нибудь, корона на голове действительно поджимает или еще что-нибудь. Здесь этого не было. И это случилось вот какой-то приятной для него, что ли, неожиданностью, что он прям на нее глаз положил. Такой, надо же какая. Она не только красивая, но она еще и милейший человек совершенно. Она в нем увидела сразу по суду откровенность какую-то, честность, ясность. Он не врушка, не делает лицо. Это не маска. Он не пытается за милыми улыбками скрыть какие-то внутренние секреты, залежи, какую-то неприятность. Вот он честный, открытый, как она его видит, такой он и есть. Какой? Довольно счастливый, спокойный, умеренный, человек на своем месте, человек, зарабатывающий то, что он, как сказать, профессионально тоже на своем месте. То есть он зарабатывает ровно то, на что он работает. Он действительно хорошо работает. Понятно, почему он знаменитый актер. Понятно, почему за ним девушки бегают, потому что он реально красавчик. Правда, это не макияж, не фотомонтаж и не искусственный интеллект. Он действительно такой. Вот эта вот честность, открытость и как бы полная понятность о нем, наверное, тоже ее в некотором смысле удивила, да, и зацепила, потому что, опять же, с ее стороны, может быть, что мальчики часто делают красивые лица, да, как-то очень хитрованно смотрят в камеру, потому что вот у меня левая сторона рабочая, и вот он как-то томный взгляд, и там как-то вот причесанная борода, а убери камеру и, ну, человек человеком. Или, может быть, рот открыла, оттуда лягушки, жабы все посыпались, потому что он там вредина и злюка-калюка, например, какая-то. Здесь вот он такой, какой он есть, каким она его себе представляла, каким его любят окружающие люди. Она подвох, может, какой подозревала, что, может быть, это картинка, может быть, это образ. Нет, не образ, он действительно такой, какой он есть. И вот они обратили друг на друга внимание, как-то зацепились. И даже, я так понимаю, они прямо официально встречались. То есть это не слухи, не сплетни, как обычно про фильм бывает, что главные герои на съемках взяли, да и влюбились друг в друга, и, наверное,
просто на века обязательно, а потом оказывается, что это просто был пиар-ход какой-то для продвижения, собственно, самого сериала. Здесь в данном случае они действительно сошлись и действительно хотели проводить вместе время, и, я думаю, даже проводили, да, может быть, даже съехались на пике всего того, что с ними происходило. Самые лучшие вообще моменты того, что между ними было. Какие они были? Что было сильно хорошо для него, что его устраивало, что его удерживало в этих отношениях, что было максимально здорово для него в отношениях с Хёнде. И что было максимально здорово для нее в отношениях с Керемом. Но он мужчина-мужчина, она ему поддалась, я подозреваю. Даже как-то с такой общечеловеческой точки зрения. Он яркий, он заметный, он решительный, он не сидящий на месте, он подвижный, он общительный, в смысле у него много знакомых. Постоянно каждый вечер куда-то мы ходим. Не потому, что нас зовут, и не потому, что это обязательства какие-то контрактные, а потому что реально вокруг него столько людей, и он со всеми так знаете, ну не скажу на равных, но достаточно правильно, закономерно общается. Это не сверху вниз, это не одолжение какое-то, это опять же не царский какой-то подход, что вот он, я здесь, обратите на меня внимание, он сделал одолжение, что пришел к вам здесь. Он прям вот правильно общается с людьми, очень ярко, очень заметно, очень интересен он окружающим людям, она под эту магию поддалась. Что для него было хорошо? Что это было стабильно и регулярно. Я думаю, мы еще будем смотреть на суть, как сказать, его представлений об отношениях, без относительно каких-то конкретных женщин, просто его фантазии, мечты, там, что он ищет в женщинах. Я подозреваю, что он, ну, если не однолюб, то более-менее домосед. Посмотрим, подтвердят ли это карты. В данном случае по 8 пентаклей. Я думаю, что лучшее, что произошло с ним в этих отношениях, это стабильность, это регулярность. Это вот такой, на банальном уровне обычность. Когда без взлетов и падений, когда без эмоциональных качелей, когда не нужно ее постоянно удерживать, не нужно с ней постоянно бороться, не нужно вообще против мира этого сопротивляться, не нужно заставлять себя поддерживать эти отношения. Они хорошо работают так, каждый день, более-менее регулярно. Нету эмоциональной вспышки, нету здесь какого-то кубка, да, нету каких-то эмоций таких зашкаливающих, которые могут быть хорошие, могут быть плохие, а могут быть временные в какой-то момент. Здесь стабильная, регулярная бытовуха, обычная, стандартная. Красиво, приятно, вкусно, есть о чем поговорить, есть хорошие физические взаимоотношения, это тоже должно играть какую-то роль. И все это настолько плавно, настолько регулярно и настолько стабильно, что входит в какую-то линию, которая тебе уже очень нравится. Ты в нее как в рутину входишь, и тебе каждый день вот в этом крутиться, и тебе это нравится. Мне кажется, что у него был такой более-менее домашний подход к этой женщине. Что ж тогда пошло не так? Это могли бы быть достаточно долгие закрепившиеся отношения. Могло бы дойти до брака с таким его отношением. Она его, конечно, несколько обожествляла, да, не то чтобы прям сильно боготворила, но как-то немножечко на Олимп какой-то возводила и как-то восхищалась им чуть-чуть. Возможно, эти розовые очки со временем куда-то сошли. У него все было нормально, стабильно, и эта 8 пентаклей запросто могла бы привести к свадьбе. Почему не привела? Что было триггером? Что было начальным звоночком? Первый какой-то, что не понравилось? Что было первой ступенью к тому, что со временем это все сошло на нет, и они в какой-то момент все-таки разошлись. Первый импульс неприятностей, вот среди всего того хорошего, что с ними происходило. Что было первым импульсом для него? И что было первым импульсом для нее? А что это мы в разные стороны начали смотреть? Она могла... Или это ревность? Нет, это не ревность. 10 мечей. Это не ревность. Хорошо, если это первый импульс, сейчас я расскажу про эти карты. Если это первый импульс, что послужило вообще причиной для расставания? Последний момент, когда уже собирали чемоданы и расходились по разным квартирам. Что было последней каплей в этих отношениях и что привело непосредственно к разрыву его и ее? Я тогда не понимаю, вот эта 10 мечей, она...
Как интересно. Сначала мне показалось, что они смотрят в разные стороны. Вернее, что у него случилась ревность на тему того, что она пошла куда-то работать, и там якобы, по его мнению, начала смотреть по сторонам, да, и строить глазки окружающим людям. Десятка мечей смутила, но позже я ее объясню. Вот эта вот семерка кубков нам говорит о том, что нерешительность Керема – это не ревность, а его способ выхода из некомфортной ситуации. Раз ты пошла и строишь там глазки, то я тоже себе это позволяю. Его внутренний император может устанавливать любые правила. У нас было все хорошо, мы были с тобой вместе, мы жили душа в душу, смотрели только друг другу в рот. Раз ты такая-сякая пошла строить глазки другим, то я тоже могу себе это позволить. И вполне возможно, слегка увлекся этой историей. Но это на разрыв не повлияло, как ни странно. Потому что изначально они начали работать. Вот они пока работали вместе на одном проекте, ты и работаешь вместе, и домой приходишь вместе, и вечера пятницы проводишь вместе, и выходные какие есть, вы тоже вместе. То есть вы как бы крутитесь во всей среде, и нужны друг другу только вы, вот вас там двое, и больше там никого нет, и это очень такой плотный какой-то союз, плотное взаимодействие. Как только этот проект, например, закончился, скажите мне, когда они разошлись, потому что здесь я вижу, что они разошлись. И в профессии тоже, каждый пошел по своему пути, каждый начал встречаться с другими какими-то людьми, какие-то начали появляться люди в ее жизни, которых не было в жизни Керема. Он с ними не пересекался, он с ними не работал каждый день на съемочной площадке, а она работала. И тогда у нее вот эта вот профессиональная линия, она как бы и продолжилась. То есть ей предложили роль там, где она работает не с Керемом. У него начали случаться, ну хорошо, допустим, вспышки какой-то ревности, да, или какой-то неуверенности в себе, что, дескать, что такое, чем ты там занимаешься, чем она там занимается. Она там работает с людьми. Она там, работает она с людьми. И, собственно, разошлись они на том, что она эту работу и выбирает. Она как раз, хорошо, мне будет немножко хуже, я просяду в эмоциональной составляющей, но зато я уйду в какую-то профессиональную деятельность. Она шла туда только работать. Я здесь не вижу, чтобы она действительно на кого-то глаз положила и действительно начала Керему изменять. Но в отношениях с Керемом нужно было все время себя доказывать, все время оправдываться. Возможно, случались разнообразные претензии. Опять же, я здесь не вижу ревности в чистом виде, что вот на кого-то смотришь, почему он тебе пишет, вот какое-то встревание в ее личную жизнь. Я здесь вижу какую-то, знаете, детскую обидку на тему того, что ах, он тебе пишет, ну тогда я тоже с кем-то буду переписываться. Ах, тебя вечером не будет, ну тогда я тоже куда-нибудь пойду и там с друзьями в ресторан пойду. А там, не только друзья, но и подруги, например, да, и он себе стал чуть больше позволять с этими подругами, потому что у него в голове есть мнение, что, дескать, она на работе тоже себе позволяет. Она не позволяла себе на работе. Я не вижу здесь измены, я здесь не вижу никакого постороннего человека. Но перед Керемом все время приходилось отстаивать свою точку зрения. Да я по работе туда пошла, да я денег хочу заработать, ты понимаешь, мне профессию нужно двигать. Мне нельзя сейчас просто взять и сесть дома и не работать. Я вообще актриса, а не то, чтобы там жена, ищи борщи и детей рожать. У меня другой план по жизни. Это было больно, это было неприятно, это приводило в результате к одиночеству. То есть вот здесь вот ломалось общее ощущение, вот эти вот розовые очки начали спадать и трескаться, да, потихонечку по поводу его какой-то внутренней уверенности, яркости, стабильности, успокоенности какой-то внутренней. Он здесь ей буквально истерики какие-то, эмоциональность какую-то ей показывал, добавлял ей там все время. Какие-то вещи делал такие более-менее детские, да, вот ты мне, тогда и я тебе тоже. Вот такой вот штаны на лямках, буквально детский сад, первая группа. И в результате разошлись, потому что она все-таки выбрала профессию, как и нет. Может быть, даже вариант был, что что-нибудь он такое типа сказал, что, знаешь что, ты давай выбирай, либо я, либо работа. И она такая, какая-никакая, но работа. Потому что в таком формате отношения продолжать не алё. Он меняться не собирался, да, по девятке жезлов у нас человек, защищающийся, отбивающийся от нападок внешней среды. Он пытался защитить эту свою точку зрения, он считал, что он прав. И действительно не надо тебе ходить на работу и строить там глазки всем подряд, да что ж такое-то? Сиди, женщина, дома, например. Не менялся, не входил в ее положение, не выслушивал ее аргументы, не пытался понять, что ей это действительно для работы надо.
И она так, какая-никакая, но работу я выбираю, да, потому что я хочу быть актрисой, потому что я хочу самореализовываться, потому что у меня есть какие-то планы по жизни, а не просто с тобой здесь сидеть. И разошлись. Как сейчас у них взаимоотношения? Что-то он от нее, наверное, хотел. Сейчас посмотрим. Это что-то сродни Марата Сафина, на которого я совсем недавно раскладывала, да, который тоже от женщины требует какой-то буквально полнейшего подчинения. И непонятно, на каких дрожжах это основано, с чего вдруг мужчина решает такое за свою любимую женщину, если он ее позиционирует как любимую женщину. Но тем не менее здесь какая-то вот прям собственность, прям какие-то четкие правила. Вот этот вот император, он прям я главный, я решаю, я тебе буду говорить, куда ходить, чего делать, с кем встречаться, кому глазки строить, вот такой вот. Не каждая женщина на это согласится. В результате сейчас, как они общаются, какие у них взаимоотношения прямо сейчас, в 26-м году. Никаких у них взаимоотношений. И колкости какие-то, споры там, нет какое-нибудь интервью, один что-то скажет, потом другой что-то скажет. Каждый считает себя правым, каждый считает себя победителем, так или иначе. С ее стороны больше представления о том, что это была, конечно, ошибка. Может быть, она это не произносит вслух, может быть, она это как-то, собой выражает чисто внешне. А этот старается делать вид, что жизнь бьет ключом, что все идет как идет, нормально, хорошо мы живем. То есть эта пятерка мечей, это такое легкое доказывание друг другу, что, дескать, у меня сейчас все в порядке. Я все правильно сделала, очень хорошо мы сделали, что разошлись, надо было так сделать. Внешне это может выглядеть симпатично, внешне они могут друг другу улыбаться, там периодически на общих каких-то мероприятиях там мимо проходить, там здороваться или еще что-то, но это какое-то внутреннее, постоянное, перманентное доказательство своему оппоненту, что мы правильно сделали, что разошлись, и смотри, мне теперь неплохо после этого расставания. Если кто-то кому-то бросал какие-нибудь неприятные фразы по типу того, что без меня ты не справишься, куда ты без меня, и будет только хуже, зря ты так мной разбрасываешься, я, между прочим, не самый последний человек в твоей жизни, то это идет постоянное доказательство, что нормально, и без тебя тоже справляюсь. И взаимоотношений здесь, никаких, и перспектив тоже никаких. И кто бы ни говорил, что они там пытаются сойтись, я не вижу. Настолько разный подход у них, я не вижу на почве чего они могли бы помириться. У них направления совершенно разные. Но не получилось. Я не знаю, были ли у него еще взаимоотношения. Наверное, должны быть. Мужчине там уже под 40, наверное, да? Давайте посмотрим, о чем он, собственно, от женщины хочет. Давай, первая, самая главная карта у нас будет про его личное состояние сейчас, состояние его личной жизни. Вот, опять же, апрель 26 года, что конкретно с человеком происходит. И дальше будем раскручивать на тему того, что он от этих отношений хочет, если вообще хочет. Как он сейчас. В легкости он сейчас. Ладно, хорошо. Что самое главное ему нужно от женщины? Вот он такой весь из себя рубаха-парень, повеса. Здесь и там легкие, одноразовые, ничего не значащие взаимоотношения. Ищет ли вообще ему надо эту самую женщину, императрицу, жену, мать детей, хозяйку в доме, какую-то точку, где пустить корни. Вот эта самая женщина, одна единственная на века, на всю жизнь и на будущие жизни. Она ему нужна вообще? Вообще она ему нужна? Думаю, что нет. Я думаю, что так или иначе возможность получить такую женщину или похожую на нее есть. Мы еще посмотрим на перспективы, например. В потенциале ничего такого он от женщины не требует, что невозможно. Не обязательно это будет какой-нибудь инопланетянин, потому что он среди земных женщин не может найти каких-то определенных качеств. В принципе, такие женщины существуют. Могла бы быть, но такое ощущение, что ему это не надо, не хочется. Возможно, разочарован в предыдущих отношениях. Возможно, искал и не нашел, и разочаровался. И есть ощущение, что и не найдет уже в ближайшее время. Что самое важное? Что самое важное он пытается найти в женщине? Что ему важно в женщине? Что его зацепит? Что в этой женщине должно его подвигнуть на прям личные взаимоотношения? Что самое важное в женщине его интересует? И, пожалуйста, нужно, во-первых, чтобы она его любила. Во-вторых, чтобы она этой любовью создавала вокруг себя обстановку, в которой он ее любит.
чтобы это были очень чувственные, очень чувствительные взаимоотношения, разумеется, никак не основанные на его внешнем виде, потому что он, я думаю, прекрасно осознает, тут вот по которые у нас лежали, колесо фортуны, его вот эта вот неуверенность, неспособность удержать момент и неспособность понять, как контролировать окружающую обстановку, он более чем уверен, что вот полюби ты меня за красивую внешность, а завтра я прошелся под стрелой, мне упал кирпич на голову и меня там перекосило на один глаз. Ну, что ты меня сразу разлюбишь? Неприятная ситуация, нехорошо. Не за деньги мои ты тоже меня должна любить, потому что, опять же, колесо фортуны нам подсказывает, что могут случиться такие моменты, когда вот выпаду я из обоймы, перестану я интересовать публику, меньше у меня будет денег. Опять же, на чем основан наш брак? На том, что у меня много денег, у меня нету денег, ты встала и вышла. Это не надо. Надо на эмоциях, надо на ощущениях, надо на том, чтобы я тебе нравился как человек, а не как вся сопутствующая вот обстановка, там, возможность ездить везде, да, пользоваться моими деньгами, пользоваться моими ресурсами, моими знакомствами, моими связями, там, вот этим вот всем. Что самое главное в отношениях для него, что он ищет в этих отношениях, что он хочет в конечном счете построить. Появись такая женщина в его жизни, он к чему будет стремиться? Это будет, ну, к чему он будет стремиться. Это будет авантюра, он не знает, к чему он будет стремиться. Это будет что-то новое. Он вообще себе даже, наверное, не сильно представляет долгих отношений. Вот сейчас определить бы, что такое долгие отношения, потому что с женщиной можно встречаться год, два, четыре, пять. Это, казалось бы, долго. Но как будто бы он все еще не вкладывает туда уверенность в том, что именно с этой женщиной я могу дожить прям до глубокой старости. Вот прям всю жизнь. Единолюбство какое-то он, может быть, подразумевает в отношениях, но как будто бы, с одной стороны, и себе не верит, потому что женщины разные, очевидно совершенно по опыту, что ты встречаешься с разными, пытаешься там что-то найти и не находишь. Женщины тоже по разным причинам от тебя уходят. Сначала тобой интересуются, а потом перестают тобой интересоваться. Сначала есть вот эта вот эмоциональная вспышка, а потом она куда-то девается, а он по колесу фортуны совершенно не понимает, как это работает. В какой момент это приходит, почему это у него по императору, необходимость жесткого контроля, необходимость разобрать все на атомы и понять, как это работает. По колесу фортуны ты не понимаешь, как это работает. Ну, по колесу фортуны, которое лежит на отрицательную сторону. Вообще по колесу фортуны хорошо бы понять, как это все работает. Вот все законы мироздания осознать, и тогда это идет уже в такой регулярной основе, в которую ты можешь вписываться. Ты всегда знаешь, в какую сторону это колесо катится, где у него вверх, где у него низ, подстраиваешься плавно под эту ситуацию. Когда колесо фортуны лежит на отрицательную сторону, на непонятную сторону, ты не знаешь, как это работает. Вот оно крутится и крутится. Ты его остановить не можешь, проконтролировать ты его не можешь, где у него верх и низ ты не знаешь. Это какой-то вечный хаос, только ты думал, что ты сверху, бац, ты уже снизу, раз там снизу ты не ожидал, а оно раз тебя вознесло, а ты был к этому не готов. В общем, какое-то хаотичное совершенно движение, которое внутренний император Керема не контролирует. А значит, очень, ну, как сказать, торгает, отрицает это все. Он не понимает, как это работает, как сделать даже долгие длительные отношения практически вечными, как он себя представляет, хотел бы, наверное. Соответственно, то, что он будет строить из отношений серьезных и долгосрочных с женщиной, он даже сам не представляет. Может быть, поэтому не получается, кто знает. Что меньше всего ему нравится, что сразу red flag, что его отталкивает от женщины, если он с ней встречается, и вроде как она симпатичная, и вроде как она не за деньги им заинтересовалась, но вот открыла рот, и что за red flag такой у женщины может быть, который прямо сразу отведет вообще весь его интерес? Финансовая зависимость, да, конечно. Вот меркантильность какая-то, вот желание, по четверке монет еще может быть желание удержать, может быть вот такая еще не ревность, но уже собственничество какое-то. Не давать ему свободы, да, зажимать ему крылья, контролировать его, запрещать его. Императора нельзя контролировать, это невозможно, он не даст такой возможности. Женщина, которая тут же начинает там, залезать в твой телефон, написывать тебе смс-ки по 25 в час, названивать тебе все время чем-то, интересоваться, как-то вот очень плотно быть, да, вот как зажимать тебя своим вниманием, она такая тоже и не понравится. И женщина, которая сильно увлечена деньгами, не скрывает этого. Такая на широкую ногу живущая, хотящая этих денег от тебя, требующая этих денег от тебя.
замечающая в тебе только деньги, вот такая женщина его не устроит. Ну, это тоже было очевидно в свете того, в какой среде он крутится, сколько он денег зарабатывает, насколько он знаменит и внимателен, влиятелен, заметен. Таких, наверное, много там. Может быть, поэтому случается разочарование. Очень хочется какого-то личного, теплого взаимоотношения с человеком, а там как-то вот все примерно одно и то же. Фанатки все красивые, все примерно по одному лекалу у одного и того же пластического хирурга нарисованные, и всем, собственно, нужно тоже практически одно и то же. Красивая личка и хороший такой банковский счет. Год 3-5 на потенциал встретить эту самую женщину. Не то, чтобы он очень к этому стремится, но, наверное, мог бы ожидать неожиданности какой-то от природы. Он не ищет эту женщину. Он не пытается себя трансформировать как-то, чтобы получилось найти эту женщину. Не очень у него заоблачные какие-то требования. То есть теоретически, потенциально, вот случай может случиться, что такая женщина в его жизни образуется. Давайте посмотрим на год 3-5 по поводу этого самого случая. Вот. 3. Ух ты, императрица. И 5. Я ее ждала. И получится. И это может быть даже свадьба. Смотрите-ка. Через некоторое время может случиться. Я не знаю, насколько эта история подходящая под его представление. Скорее всего, нет. Но, опять же, авантюрность какая-то в этом присутствует. Ему это для начала понравится. Скорее всего, появится 3-5, да, в конце пятилетки он даже из этой ситуации выиграет. Через 3 года может появиться какая-то женщина, во-первых, которая родит ему ребенка, да, очевидно, совершенно императрица рожает ребенка. Может быть, это будет не жена, может быть, это будет просто ребенок. Может быть, он подойдет своими мыслями к тому, что если я женщину конкретно найти не могу, то хотя бы семью мне какую-то создать, хотя бы мне ребенка родить. Уж отцом-то я смогу реализоваться каким-то образом. Это не соответствует его представлениям, вот тем, которые мы раскладывали. Захочет ли он подвинуться? Захочет ли он изменить свои требования к женщинам и к будущему? Поймет ли он, осознает что-либо? И согласится ли он на меньший формат отношений, на какой-то другой формат отношений? Непонятно. Совпадать это с предыдущей его фантазийной картинкой, идеальной картинкой не будет. Но по пажу жезлов это вполне история с энтузиазмом. Выглядит так, как будто может быть даже ребенок. Вот у меня процентное такое восприятие этого всего, что, скорее всего, это новая какая-то история, которая касается не взаимоотношений с женщиной, а взаимоотношений с маленьким ребенком. А вот быть отцом интересно. А это что-то новое в моей жизни, это какая-то новая интрига. И у него начнет получаться, ему начнет нравиться, у него какой-то эмоциональный подъем на эту тему произойдет. Хорошим отцом он может быть в потенциале. Ему эта история может понравиться, он может в нее вовлечься очень сильно. Может быть, это, вот я говорю, в большинстве тех фантазий, которые у меня сейчас в голове, это касается ребенка. В меньшей степени это может касаться какой-то внезапной неожиданной женщины, которая под его стереотипы не подходит. Она не то, опять, не соответствие той идеальной картинке, которую он себе нарисовал. Но каким-то фантастическим, мистическим образом она закрепляется в его жизни, возможно, беременностью, возможно, своей ресурсностью, возможно, для него откроется вообще женский потенциал с той точки зрения, что не только эмоции она может дать. Может быть, она будет интересная, может быть, она офигеть какой собеседник будет. Может быть, она будет каким-нибудь директором или продюсером, который откроет ему некоторые области профессиональной жизни. Он обалдеет, он скажет, что ничего себе, оказывается, женщина умеет и это тоже. Я от нее этого не хотел, я от нее этого не ждал, я в женщинах этого не искал, я даже не думал в эту сторону. Но вдруг появляется какая-то женщина, у которой вот столько вот ресурсов, столько возможностей, вот такая вот она вся из себя разнообразная, что он прям-таки удивится и за счет этого удивления сменит свои, как сказать, ориентиры, сменит свои требования к женщине и согласится с ней быть, может быть даже, если это, например, продюсер или там директор какой-то. Разумеется, эта женщина в финансовую сторону направлена. Разумеется, большинству из этих женщин, в принципе, немножечко все равно на твою смазливую внешность, потому что они смотрят глубже. Они смотрят на финансовый потенциал всей этой истории. Как долго твое смазливое личико еще прослужит нам для того, чтобы мы смогли заработать на этом деньги. Да, она, конечно, будет финансово ориентированная,
но она настолько естественна и настолько правильно будет это делать, что даже финансовая ориентированность внутри женщины не отвернет его от общения с ней, а дать, значит, они будут продолжать общаться, и значит, он из этого союза тоже что-то для себя выигрывает. Это понравится. Благо, это произойдет совсем скоро, вот буквально 3-5 лет, и мы вернемся к этому раскладу и посмотрим, как это все произошло, потому что, судя по всему, здесь что-то новое, что-то неожиданное, что-то очень интересное. Опять же, почему я про профессию говорю? Потому что по двойке пентаклей это какое-то такое нестабильное состояние, возможно, поиск себя, возможно, поиск новых каких-то способов реализации именно с профессиональной точки зрения, способов заработка, может быть, смена амплуа, смена имиджа, может, он, я не знаю, бороду отрастит, я не знаю, как он выглядит, кстати, у него, по-моему, такая небритость легкая, да, может, он волосы отрастит, может, он перекрасится, может, он перекачанный и так вообще хорошо. Может быть, он что-то в своей внешности, какую-то новую, какую-то будет суть в себе искать, которая поможет и с профессиональной реализацией тоже, и с финансовой, скажем, реализацией тоже. И в этот момент может случиться какая-то женщина, которая прям продвинет его к успеху, которая его настолько удивит, что подвинет все его внутренние стандарты. Ну хорошо, если так будет, да? Пожелаем ему удачи. Пусть будет так, как он себе задумал, а мы через 3 года обязательно проверим, как это у него получилось, произошло. Давайте дадим одной картой совет. Керем, как тебе буквально действовать в ближайшее время, чтобы у тебя все было хорошо. Я так тебе этого желаю. Пусть у тебя просто вот в идеале просто все будет. Что мы можем ему посоветовать? Мы ему можем посоветовать продолжать в том же духе. Гореть, решаться, хотеть, желать, реализовывать эти свои желания. Потенциалы в жизни есть. Ты, на пенсию мы еще тебя не отпускаем. Еще ты на самом пике своих возможностей. Самый возраст, самая внешность, самая способность реализовываться. Вот займись этим, пылай, гори, и все у тебя должно замечательно получиться. Спасибо вам большое за то, что посмотрели этот расклад. Если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Если есть личные вопросы, встретите ли вы когда-нибудь Керема Берсина и выйдете ли вы за него замуж, пожалуйста, подписывайтесь на канал на 2-й уровень сразу. Там сумма буквально символическая, но зато я смогу вам лично, персонально ответить на этот ваш вопрос. Ставьте лайк этому видео и всем другим видео, которые вы смотрите на моем канале. Советуйте мне новых героев. Когда советуете героев, обязательно уточняйте вопросы, которые вы хотите узнать про эту самую личность. И увидимся в следующих видео. Пока-пока.